Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и на этом канале я вас буду учить вязать красивые игрушки. Вот прям с нуля. Если вы первый раз взяли в руки крючок, но уже хотите сразу же получить классную игрушку, вот это видео как раз для вас. То есть это полностью обучающее видео, где мы будем учиться вязать именно игрушку на примере вот этого вот маленького мишки. После этого видео вы узнаете базовые техники в вязании, именно те, которые вам понадобятся для вязания таких классных игрушек, как у меня. Вы научитесь вязать столбики без накида, убавки, прибавки, воздушные петли, соединительный столбик, ну а также сможете их применять и обязательно получите такого же классного, красивого мишку, как у меня. Хочу сказать, что не стоит расстраиваться, если с первого раза получится не так, как на картинке. В вязании важна практика и опыт. Обещаю, что со временем будет получаться все лучше и лучше. Также в этом видео для начинающих я буду показывать все максимально медленно и подробно. Буду комментировать каждую технику, чтобы вы смогли уловить суть. Ну и, конечно же, вы сможете увеличивать или уменьшать скорость воспроизведения видео в настройках YouTube и подобрать для себя подходящую скорость. От вас я жду обратную связь. Обязательно поставьте лайк и напишите комментарий под видео. Можно сейчас, а можно уже после того, как у вас в руках будет свой собственный маленький мишка. Для меня обратная связь очень важна. Это воодушевляет меня и поддерживает мое творчество. Вязать я буду из пряжи Himalayan Dolphin Baby. Вообще вязать можно любой пряжей, даже можно не плюшевой. Вот какой вам нравится вязать, такой и вяжите. Это характеристики пряжи, если кому-то нужно. Полмоточка понадобится. Крючок номер 4. Глазки. У меня бусинки 6 миллиметров, пришивные. И носик 10 миллиметров на безопасном креплении. Также понадобится иголка, ножнички и маркер. Пришивать мы будем только ушки и мордочку, ну и глазки. А все остальное будет ввязываться по ходу вязания, так что мишка этот максимально простенький в вязании, как раз для новичков. Предлагаю начать с ручек, чтобы вы поняли, как вязать. Так, что мы делаем для начала? Вот у нас нитка. Я ее кладу вот так вот на палец. Вот таким образом перекручиваю и завожу крючок вовнутрь. Хватаю рабочую нить. Рабочая нить — это вот эта, которая идет к моточку. Вот вовнутрь я зашла, рабочую ниточку крючком схватила и вытянула вот в это колечко. И у нас получилась вот такая вот петелечка. Видите? Еще раз покажу. Положила ниточку вокруг пальца, зашла в серединку и вытянула рабочую нить вот сюда, вот в эту петельку. Вот такая вот петелечка получается. Теперь мы берем рабочую нить. Это та, которая идет дальше в моток. Не вот этот маленький хвостик, а именно рабочую нить. И набираем 2 воздушные петли отсюда. То есть мы просто берем крючком вот так вот. Захватываем рабочую нить и протягиваем в петельку. 1 воздушная петля. И точно так же берем рабочую нить и в петельку. Это 2 воздушная петля. Вот у нас 2 воздушные петли. Видите, 1, 2. Мы сейчас будем вязать в первую. Вот сюда будем вязать. Заводим крючок. Нам нужно в эту первую петельку провязать 6 столбиков без накида. Заводим крючок. Хватаем рабочую ниточку. Вытягиваем. У нас вот 2 петельки на крючке. Мы берем снова рабочую нить и протягиваем через эти 2 петельки. Вот это у нас 1 столбик без накида. Сюда же заходим в эту первую петельку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем ее. Снова 2 петельки на крючке, провязываем. Это второй столбик без накида. Таким же образом вяжем
третий столбик без накида. Сюда же заходим, вяжем четвертый столбик без накида. Сюда же заходим, вяжем пятый и сюда же вяжем шестой. Вот это у нас первый ряд. И в основном всегда так начинаем вязать игрушки. Вот если научились вот так вот делать, то поздравляю. Дальше будем вязать второй ряд. Здесь можно, конечно, еще пересчитывать петельки, да, эти 6 столбиков без накида, но для новичка их будет не особо видно. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек есть, но я вам предлагаю всегда использовать маркер в каждом ряду и проверять себя, так вы вяжете или нет. Потому что пересчитывать, особенно если вы вяжете плюшевой пряжей, будет очень сложно. Так, во втором ряду нам нужно связать 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так сделать 3 раза. Смотрите, вот находим нашу первую петельку. Видите, вот они идут по кругу. Мы заводим сюда крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем столбик без накида. Вот 1 столбик без накида провязали. И можно этот столбик без накида пометить, как начало ряда, поставить в него маркер. Дальше в следующую петельку, вот она у нас дальше идет, видите, вот ее видно. В петельку мы заходим полностью. Вот у нас тут есть передняя стеночка петли и задняя. Мы заходим полностью. Нам нужно в эту петельку сделать прибавку. Прибавка — это когда мы вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. То есть мы зашли крючком в петельку, захватили рабочую ниточку, вытянули ее. Вот у нас 2 петельки на крючке, провязываем уже знакомый нам столбик без накида. То есть схватили ниточку и провязали эти 2 петельки. Столбик без накида 1 провязали. А теперь в эту же петельку заходим еще раз. Тоже хватаем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем столбик без накида. Это мы сделали прибавку, то есть провязали 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше нам снова нужно провязать 1 столбик без накида, а в следующую петельку прибавку. То есть заходим в следующую петельку, провязываем столбик без накида. А в следующую петельку провязываем прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Это мы уже второй раз так сделали, и остается у нас еще 1 раз так сделать. Вот 2 петельки, видите, до конца ряда остается, как раз нужно провязать 1 столбик без накида, а в последнюю петельку прибавку. Вот мы провязали второй ряд. Сейчас у нас в ряду 9 петель. Но опять же, я вам не советую их пересчитывать. То есть, если вы маркер поставили и закончили прибавкой, значит, сделали так 3 раза, 1 столбик без накида, 1 прибавка, то у вас точно 9 петель в ряду. Так, дальше нам нужно 2 ряда, 3 и 4 провязать по 9 столбиков без накида в каждом ряду. То есть будем 2 ряда вязать просто в каждую петельку по 1 столбику без накида. Вот маркер пока убрали. Сейчас провяжем в первую нашу петельку столбик без накида. И снова поставим маркер. Будем знать, что это у нас начинается ряд. И вяжем дальше. Всего у нас должно быть 9 столбиков без накида в ряду. Вот 1 мы провязали. И считаем, особенно если вы новичок, считайте каждую петельку. В следующую петельку столбик без накида — это 2.
следующую петельку, столбик без накида, это 3, дальше 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Видите, дошли как раз до маркера, петелек больше не осталось, значит мы все связали правильно. Это третий ряд, и еще четвертый нужно провязать точно так же, но вязание выворачиваем. То есть вот это у нас идет изнаночная сторона. Мы просто выворачиваем, вот этот хвостик прячем вовнутрь, маркер пока убираем. И вяжем дальше, вот заходим в следующую петельку, провязываем столбик без накида и снова ставим маркер. Вяжем дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Вот ряды тоже очень удобно считать. Вот видите, это у нас первый ряд был, где мы набрали петельки. Вот 1, 2, 3, 4. Дальше идет пятый ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 6 столбиков без накида. Маркер убираем сначала. Вяжем 1 столбик без накида в следующую петельку. И снова ставим маркер. Дальше нам нужно сделать убавку. Убавку я делаю только за передние стеночки. Вот нам нужно 2 следующие петельки провязать за 1 раз. Это мы сделаем убавку. То есть, смотрите, помните, я вам рассказывала, что в петельке есть 2 стеночки. Вот передняя, а вот эта, которая дальше от вас, задняя. Вот мы будем сейчас брать только переднюю. Обычно ж мы вяжем, берем за 2, а теперь мы заходим только вот как в серединку петельки. За переднюю стеночку взяли эту петельку и сразу же берем вторую петлю тоже за переднюю стеночку. Хватаем рабочую ниточку, протягиваем. И должно получиться вот так вот 2 петельки на крючке. И мы их провязываем за 1 раз. Вот это убавка. Дальше в следующую петлю вяжем столбик без накида. Как обычно мы вытянули и провязали. И теперь по схеме нам нужно сделать снова убавку. То есть мы заходим за переднюю стеночку, хватаем 1 петельку и следующую петельку схватили, рабочую нить протянули через эти вот 2 петельки и теперь провязываем снова рабочей ниточкой, провязали. Дальше вяжем следующую петельку столбик без накида. И до конца ряда у вас должно остаться 2 петли. Если остается 2 петли, значит все в порядке. Как раз нам нужно сделать убавку. Вот сошли за переднюю стеночку, схватили 1 петлю. И вторую петлю тоже зашли, вот схватили за переднюю стеночку. Теперь хватаем рабочую ниточку, протягиваем через эти 2 петельки. И теперь провязываем, снова хватая рабочую ниточку, провязываем то, что осталось на крючке. Вот это вот мы связали 5-й ряд. А теперь еще 3 ряда, 6, 7 и 8. Нам нужно провязать по 6 столбиков без накида в каждом ряду. То есть просто будем вязать уже без убавок и прибавок. Вот заходим в следующую петельку,
Хватаем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида. Ставим маркер, пометили начало ряда. И нам нужно в ряду провязать 6 столбиков без накида. Вот мы один провязали, вяжем дальше в следующую петельку, заходим, хватаем ниточку, провязываем второй столбик без накида. Дальше в следующую петельку провязываем третий столбик без накида. В следующую петельку четвертый столбик без накида. В следующую петельку пятый столбик без накида. И шестой столбик без накида. Провязали. Это был 6-й ряд, и еще 2 ряда провязываем по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Если вы новичок, я вам советую, вот как я сейчас показываю, в каждом ряду переносить маркер именно вот таким образом. Тогда вы будете видеть, как вы вяжете, и не потеряете петельки. Провязали. И еще один ряд, последний уже в ручке. Тоже маркер перенесли и провязываем. Так, вот, закончили. Теперь маркер убираем. Ряды, как я вас и учила, уже можно посчитать. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов у нас в ручке. Делаем в следующую петельку соединительный столбик. Что это такое? Мы просто заходим в следующую петельку, хватаем рабочую ниточку и сразу ее протягиваем в нашу петлю. Вот это и есть соединительный столбик. Так мы заканчиваем вязание. Ниточку обрезаем. Длинный хвостик нам оставлять не нужно, потому что мы пришивать ничего не будем, мы будем ввязывать. Просто здесь затянули петельку и эту ниточку спрятали вовнутрь. Наполнитель в ручку я не добавляю. Когда мы будем провязывать ручки, то мы вот так вот пополам соединим и будем заходить в петельки. Вот у нас с ручкой надо будет вязать 3 петельки. Мы вот так вот будем хватать, но это я потом все вам расскажу. Насквозь будем так заходить. Так, вот такая вот ручка получилась. Вторую вяжем точно так же. И потом вместе с вами свяжем ножки. Так, 2 ручки готовы. Я надеюсь, вы поняли, как мы вяжем, что такое столбик без накида, прибавка, убавка. Это основные элементы, навыки, так сказать, для того, чтобы связать игрушку. Потренировались на ручках, сейчас, я думаю, дело пойдет быстрее. Дальше мы вяжем ножки. Начинаем точно так же. Вот положили ниточку, обвели вокруг пальца, зашли в серединку, схватили рабочую нить, вытянули и затянули петельку. Отсюда набираем 2 воздушные петли. 1, 2. И в первую петлю вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд связали. Во втором ряду нужно связать 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида будем вязать.
Заходим в первую петельку, хватаем рабочую ниточку, провязываем столбик без накида и ставим маркер. И в эту же петельку вяжем еще один столбик без накида. Это у нас первая прибавка. Во вторую петельку вяжем 2 столбика без накида, вот один, и сюда же мы вяжем второй столбик без накида, 2. В третью петельку вяжем прибавку, 1 столбик без накида, и сюда же второй столбик без накида. В четвертую петельку вяжем прибавку, пятую прибавку делаем и шестую прибавку вяжем. Вот это мы провязали второй ряд. В третьем ряду просто провязываем 12 столбиков без накида. В каждую петельку мы будем вязать по одному столбику без накида. Заходим, провязываем 1 столбик без накида в следующую петельку и ставим маркер. Это 1, вяжем дальше в следующую петельку, это 2, дальше 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поворачиваем вязание обязательно. Эту ниточку вовнутрь прячем. Дальше четвертый ряд у нас. Вяжем 3 столбика без накида в начале ряда. Вот сначала провяжем 1 столбик без накида, перенесем маркер. В следующую петельку вяжем 2 столбик без накида. И в следующую петельку 3 столбик без накида. Теперь нам нужно сделать 3 убавки подряд. Как вы помните, за передние стеночки мы берем первую петелечку и следующую петелечку за переднюю стеночку, ниточку вытащили и провязали. Это одна убавка. Дальше идем, следующие 2 петельки берем за переднюю стеночку, вытаскиваем ниточку, провязываем. Вторая убавка и третья убавка. И 3 столбика без накида провязываем до конца ряда. Вот 1, 2 и 3. Провязали. Дальше идет 5-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида в начале ряда. Вот провяжем 1 столбик без накида. Поставим маркер. В следующую петельку вяжем 2 столбик без накида. А теперь нам снова нужно сделать 3 убавки подряд. Вот за передние стеночки взяли 2 следующие петли, ниточку рабочую протянули через них и провязали. 1 убавка. Следующие 2 петельки берем за передние стеночки, провязываем 2 убавку. И следующие 2 петельки тоже берем за передние стеночки, провязываем 3-ю убавку. До конца ряда остается 1 столбик без накида провязать. Вот мы его и провязываем. Теперь нам нужно 6-й ряд, следующий, провязать 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так сделать 3 раза. Как раз до конца ряда, в конце ряда будет 9 столбиков без накида. В следующую петельку мы провязываем 1 столбик без накида и ставим маркер.
следующую петельку нам нужно провязать прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, прибавку сделали. Теперь снова делаем следующую петельку, 1 столбик без накида, провязали, а в следующую петельку прибавку. То есть провязываем 2 столбика без накида в одну петельку. Дальше в следующую петельку вяжем 1 столбик без накида. И вот последняя петелька в этом ряду, нам нужно сделать в нее прибавку. То есть провязать 2 столбика без накида в одну петлю. Так, теперь 7, 8 и 9 ряд нам нужно провязать по 9 столбиков без накида в каждом ряду. То есть просто будем вязать по 9 столбиков без накида в каждом ряду. 1 столбик без накида я провязала, маркер поставила. Сейчас провяжем этот 7 ряд 9 столбиков без накида и добавим немного наполнитель. А хотя нет, потом добавим уже в конце, да, когда провяжем. Давайте 3 ряда сейчас провязываем, 7, 8 и 9. Просто в каждую петельку по столбику без накида. Так, это провязали. Дальше идет 10 ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. Вот, провяжем, как обычно, 1 столбик без накида в начале ряда, маркер поставим и вяжем дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь делаем убавку. У нас 2 петельки остаются до конца ряда. Берем их за передние стеночки, ниточку протягиваем и провязываем убавку. Следующую петельку делаем соединительный столбик. Просто протянули сюда. Вот это и есть соединительный столбик. Ниточку обрезаем, вытягиваем, затягиваем и прячем вовнутрь. Ножка готова. Добавляем сюда наполнитель, только немного. Можно помочь себе. Крючком туда вот вниз протолкнуть. Тоже сильно много не нужно, чтобы не было такая вот сильно плотная. Так, вот такая вот ножка получается. Вторую вяжем точно так же. И будем вязать тельце, ввязывать ручки и ножки в тельце. Так, 2 ручки, 2 ножки готовы. Продолжаем дальше. Вяжем туловище и голову. Она у нас будет цельновязная, как обычно. Заходим в серединку, хватаем рабочую ниточку, затягиваем. И отсюда вяжем 2 воздушные петли. И в первую петлю набираем 6 столбиков без накида. 1. Как обычно начинаем, как вы уже умеете. 2, 3, 4, 5,
6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. В конце ряда будет 12 столбиков без накида. Вот, заходим в первую петельку и провязываем в нее 2 столбика без накида. Один провязали, маркер поставили. Сюда же вяжем второй. Следующую петельку провязываем 2 столбика без накида. Это у нас вторая прибавка. В третью петельку вяжем 2 столбика без накида. Это третья прибавка. Таким же образом делаем четвертую прибавку, пятую и шестую. Второй ряд провязали. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Вот в следующую петельку вяжем 1 столбик без накида и ставим маркер. Дальше нам нужно сделать прибавку. То есть вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Это один раз мы так сделали. Теперь снова вяжем 1 столбик без накида и в следующую петельку делаем прибавку. Это мы второй раз так сделали. Дальше вяжем в следующую петельку 1 столбик без накида, а в следующую делаем прибавку. Третий раз мы так сделали. Дальше снова вяжем столбик без накида и делаем прибавку в следующую петельку. Это четвертый раз мы так сделали. В следующую петельку вяжем столбик без накида и в следующую прибавку. Это пятый раз мы уже так сделали. И остается 2 петли, видите, до конца ряда. Делаем в одну 1 столбик без накида и в последнюю, прибавку провязала, 1 столбик без накида и в последнюю вяжем прибавку. Вот это вот 6-й раз мы так сделали. Вязание будем выворачивать обязательно. В 4-м ряду вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. И тоже так до конца ряда, тоже 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. То есть будем вязать 2 столбика без накида и затем делать прибавку в следующую петельку. Потом снова 2 столбика без накида, прибавка. И так будем 6 раз делать. Все как обычно. 1 столбик без накида провязали, маркер поставили, вяжем дальше 2 столбик без накида и делаем прибавку. Это 1 раз. Дальше вяжем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и прибавка. Дальше все то же самое. 2 столбика без накида вяжем, 1 прибавка. И повторяем это до конца ряда. 2 столбика без накида, 1 прибавка. И вот последний раз в этом ряду делаем 2 столбика без накида, 1 прибавка. Провязали. Дальше идет 5-й ряд, будем провязывать ножки. Для этого в начале ряда вяжем 8 столбиков без накида. Я снова провяжу 1 столбик без накида, маркер поставлю, вяжу дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь будем с ножкой провязывать 4 столбика без накида. Берем ножку. Нам нужно ее взять таким образом, чтобы носочек смотрел в эту сторону. Это будет правая ножка у Мишки. Вот так это будет смотреться. Это будет правая, поэтому носочек в эту сторону. Мы сначала, нам 4 столбика без накида надо с ножкой провязать.
Мы сначала вот сложили пополам, да, выровняли. Заходим полностью насквозь в ножку. И затем в следующую петельку в тельце заходим. Провязываем 1 столбик без накида. Теперь снова заходим насквозь в ножку. Видите? И следующую петельку в тельце находим, провязываем 2 столбик без накида. Дальше заходим полностью насквозь в ножку. Вот так вот. И находим следующую петельку в тельце. Провязываем 3 столбик без накида. И 4 столбик без накида. Провяжем с ножкой. Вот снова зашли в ножку. И в тельце полностью в следующую петельку провязали. Вот таким образом, видите? Дальше это как по спинке. Вот, видите, у нас же ножки будут сюда смотреть, это животик, а здесь спинка будет. Вот по спинке вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь с ножкой нам нужно будет провязать 4 столбика без накида, как раз до конца ряда. Видите, 1, 2, 3, 4 петельки остается. Вот нам нужно их с ножкой будет провязать. Все то же самое. Заходим сначала в ножку, затем в тельце. Единственное, что ножку уже берем носочком не в эту сторону, а в обратную, чтобы у нас же все было красиво. То есть ножку берем таким образом. Тоже сложили ее пополам. И заходим насквозь в ножку. И в тельце петельки не пропускайте. Хватаем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида. Это у нас 1. Снова насквозь. Так, сейчас. Насквозь зашли в ножку, в тельце это 2 столбик без накида. Провязываем. Насквозь зашли в ножку, в тельце 3 столбик без накида провязали. И 4 столбик без накида с ножкой провязали. Покажу вам, что получилось. Чуть-чуть так потянула, чтобы там холофайбер у нас примялся. И вот такая вот красота получается. Ножки мы провязали. Дальше будем вязать 6-й ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда мы вяжем. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. Как обычно мы провяжем 1 столбик без накида в начале следующего ряда и перенесем маркер. Вот сюда его поставили, что это у нас начало ряда. Дальше вяжем 2 столбик без накида, дальше вяжем 3 столбик без накида и в следующую петельку делаем прибавку. То есть вяжем 2 столбика без накида в 1 петлю. Вот 1 раз мы так сделали. 3 столбика без накида, 1 прибавка. Нам всего нужно сделать 6 раз, так как раз до конца ряда. Вяжем снова 1, 2, 3 и делаем прибавку. Это 2 раз. Дальше вяжем 1, 2, 3 и делаем прибавку. Это 3 раз. Дальше вяжем 1, 2, 3 и делаем прибавку. Это 4 раз. 1,
2, 3, прибавка, это 5-й раз, и 1, 2, 3, прибавка, это 6-й раз. Вот как раз ряд и должен закончиться у вас прибавкой. Дальше следующий ряд у нас 7-й. Просто провяжем 30 столбиков без накида. В каждую петельку вяжем по одному столбику без накида. Маркер все равно ставьте и считайте каждую петельку, если вы новичок. Провязала. Дальше у нас идет 8-й ряд. Будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. То есть целый ряд будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка. Маркер переносим и вяжем дальше 2, 3 и делаем убавку за передние стеночки, как вы уже умеете. Убавку сделали. Дальше снова вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. Зашли в одну петельку за переднюю стеночку, во вторую петельку, ниточку через них протянули и провязали. Вот это вот убавка. И так до конца ряда вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. Провязала. Дальше идет 9-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. 1 столбик без накида провязали, маркер поставили. Дальше вяжем 2 столбик без накида и делаем убавку. И так до конца ряда 2 столбика без накида, 1 убавка. Провязали. Следующий ряд 10, вяжем просто 18 столбиков без накида, без убавок и прибавок, просто в каждую петельку по одному столбику без накида. Провязала. В следующем ряду будем провязывать ручки. Это 11 ряд. Вяжем в начале 6 столбиков без накида. 1 столбик провяжу, поставлю маркер. Дальше вяжем 2, 3, 4, 5, 6. И нужно с ручкой провязать 3 столбика без накида. Видите, как раз над ножкой у нас будет ручка. Берем ручку, заходим полностью в ручку
затем в тельце и провязываем 1 столбик без накида. Снова в ручку насквозь, в тельце провязываем 2 столбик без накида и в ручку, в тельце провязываем 3 столбик без накида. Вот видите, мы провязали, она у меня как раз над ножкой. Дальше по спинке вяжем 8 столбиков без накида, петельки не пропускайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. До конца ряда у вас остается 1 петелька. Это вам как ориентир. Нам с ручкой нужно провязать 3 столбика без накида. Поэтому в этом ряду мы с ручкой провязываем 1 столбик без накида. И в следующем уже получается 2 столбика без накида. То есть всего нам с ручкой нужно, как обычно, вот как мы с этой провязывали, так и с этой провязать 3 столбика без накида. Берем ручку, заходим насквозь в нее, затем в тельце. Провязываем 1 столбик без накида. Дальше заходим полностью насквозь в ручку, затем в тельце. Это 2 столбик без накида с ручкой. И заходим в ручку насквозь. В тельце провязываем 3 столбик без накида. Вот такая красота получается. Сейчас вытяну ниточку и вам покажу. Видите? Вот так вот ручки мы провязали. И теперь нам нужно просто до конца ряда провязать столбики без накида. Напоминаю, что в ряду у нас 18 столбиков без накида, но в этом же ряду мы уже провязали 2 столбика без накида с ручкой. Вот и, кстати, можно и пометить. Это вот 2 был столбик без накида, это 1. Да? Мы вот в 1 столбик без накида поставим маркер и вяжем дальше. То есть нам еще нужно довязать 16 столбиков без накида. 2 в этом ряду уже провязаны с ручкой, всего 18. Значит, довязать нужно 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, это что я сильно вытянула? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Все четко. Этот ряд закончили. Вот такая вот красота получается. Дальше у нас идет 13 ряд. Сделаем. Уже мы будем переходить на голову. Вот нам нужно сейчас еще чуть-чуть сделать убавки, а потом будем уже расширяться на голову. Поэтому в 13 ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Вяжем 1 столбик без накида. Ставим маркер. Помечаем, что это у нас начался ряд. Дальше делаем убавку. Это 1 раз. Снова вяжем 1 столбик без накида и делаем убавку.
Это второй раз. Дальше вяжем 1 столбик без накида и делаем убавку. Это третий раз. Дальше вяжем 1 столбик без накида и делаем убавку. Это четвертый раз. 1 столбик без накида, убавка. Это пятый раз. И 1 столбик без накида, убавка. Это шестой раз. Провязали этот 13 ряд. Дальше идет 14 ряд. Будем вязать 12 прибавок. Вот у нас сейчас 12 петель в ряду. И в каждую петельку будем делать прибавку. То есть провязывать по 2 столбика без накида в одну петлю. В конце ряда у нас будет 24 столбика без накида. То есть сейчас вяжем в каждую петельку прибавку. Вот заходим в следующую петлю, делаем столбик без накида, ставим маркер. Сюда же вяжем второй столбик без накида. Это у нас одна прибавка. В следующую петельку делаем прибавку. И так до конца ряда. Так, вот 12 прибавок я провязала. Дальше у нас идет 15 ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 12 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида. То есть целый ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Петельки не пропускайте. Здесь вот много этих прибавок, можно потерять петли. Поэтому вы прям так и вяжете. 1 столбик без накида, а в следующую петельку вяжете прибавку. Это 1 раз. Снова в следующую петельку 1 столбик без накида, а в следующую прибавку. Это второй раз. Столбик без накида, прибавка. Это третий раз. Столбик без накида, прибавка. Это четвертый раз. Столбик без накида, прибавка. Это пятый раз. Столбик без накида, прибавка. Это шестой раз. Столбик без накида, прибавка. Это седьмой раз. Столбик без накида, прибавка. Это восьмой раз. Столбик без накида, прибавка. Это девятый раз. Столбик без накида, прибавка. Это 10 раз. Столбик без накида, прибавка. Это 11 раз. И столбик без накида, прибавка. Это 12 раз. Видите, закончится ряд должен прибавкой. Вот такая вот красота уже должна получиться. Давайте добавим наполнитель в туловище, чтобы он у нас уже был такой пообъемнее, покрасивее. Вот так вот. Вот такая вот красота уже получается.
Дети. А дальше нам нужно с 16 по 20 ряд включительно, то есть это 16, 17, 18, 19, 20, 5 рядов. Нам нужно провязать по 36 столбиков без накида в каждом ряду. То есть просто вяжем без убавок и прибавок в каждую петельку по одному столбику без накида с 16 по 20 ряд включительно. Я думаю, что это вы уже свяжете самостоятельно. Маркер обязательно ставьте. Я тоже сейчас это свяжу и продолжим. Так, вот я провязала. Вот такая вот красота получилась. Дальше у нас идет 21 ряд. Будем вязать 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. То есть просто вяжем целый ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка. 2, 3, 4. И делаем убавку. Это 1 раз. 1, 2, 3, 4. И делаем убавку. Это 2 раз. 1, 2, 3, 4. И делаем убавку. 3 раз. 1, 2, 3, 4. Убавка это 4 раз. 1, 2, 3, 4. Убавка 5 раз. 1, 2, 3, 4. Убавка 6 раз. Провязали этот ряд. Дальше у нас 22 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И тоже так до конца ряда. Тоже 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Целый ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. Провязала. Следующий ряд 23. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. Тоже так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. То есть вяжем до конца ряда просто 2 столбика без накида, 1 убавка. 2 столбика без накида, 1 убавка. Так, вот я провязала, ниточку вытянем пока и добавим наполнитель. Хорошенько уже добавляем, потому что сейчас уже будем заканчивать вязать. Поэтому хорошо добавляем наполнитель. Когда добавляете, сразу формируйте красиво голову, распределяйте по сторонам, придавайте форму.
Так, вот добавила я. Дальше у нас 24 ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. 1 столбик без накида провязали, маркер поставили. И вяжем дальше убавку. Снова 1 столбик без накида, убавка. И так до конца ряда. Так, вот делаем последнюю убавку в этом ряду. Добавляем наполнитель еще, если нужно, потому что следующий ряд уже будет последний. Мы уже закроем вязание, уже добавить потом ничего нельзя будет. Поэтому добавляем наполнитель и просто в последнем ряду, это 25-й, делаем убавки. Вот сколько вам понадобится убавок, столько и сделайте. 6, значит 6, 8, значит 8. Подряд вот будем делать убавки столько, сколько нужно, чтобы закрылось у нас вот это вот отверстие. Угу. Давайте, можно уже маркер не ставить, просто вяжем. Один, два, тоже же за передние стеночки, как обычно. 3, 4, 5, 6. Давайте еще одну сделаем. В принципе, и так, наверное, сойдет. Но можно сделать еще одну. 7. Вот видите? Теперь соединительный столбик делаем в следующую петельку. Ниточку обрезаем, чуть-чуть подлиннее хвостик, видите, оставила. Вытягиваем, затягиваем. И теперь заходим крючком сюда вот в серединку. Хватаем эту нитку и ее вот затягиваем, чтобы у нас получилось вот так вот. Ну, чтобы оно как провалилось, не было этого пыптика. То есть, видите, голова плоская, получается прекрасно все. Здесь натянули вот так вот хорошо и сделали узелок. Зашли вот так вот в петельку, схватили ниточку и протянули, затянули, а ниточку спрятали вовнутрь. И смотрите, какие мы молодцы. Почти связали мишку. Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Вы видите это чудо? Хвостики, кстати, не делаю. Не люблю у мишек таких вот хвостики делать. Мне это как-то некрасиво. А вот так вот все красиво. Ну что, осталось связать мордочку, ушки, и красота будет. Так, теперь свяжем мордочку и пришьем ее сразу же. Как обычно, ниточку вокруг пальца обмотали, зашли в серединку, вытянули рабочую ниточку, сделали такую петельку. Теперь отсюда набираем 2 воздушные петли
И в первую вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Ставьте маркер, если вам нужно. Вот одна прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая и шестая. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. 1 столбик без накида, 1 прибавка. Это 1 раз. Столбик без накида, прибавка. Это 2 раз. Столбик без накида, прибавка. Это 3 раз. Столбик без накида, прибавка. Это 4 раз. Столбик без накида, прибавка. Это 5 раз. И столбик без накида, прибавка. Это 6 раз. Теперь делаем соединительный столбик в следующую петельку. Ниточку обрезаем, но оставляем хвостик для пришивания подлиннее. Будем пришивать этой ниточкой. Вытягиваем, затягиваем, вставляем ниточку в иголку. У меня иголка с тупым концом, большим ушком. Продели, выворачиваем же, как обычно. Видите, там, где мы начали, это изнаночная сторона, вот это лицевая. Поэтому этот хвостик, как обычно, сюда вот вовнутрь укладываем. И вот так вот будем пришивать к голове нашу мордочку. Здесь вплотную прям к шее, а здесь, ну как вам нравится, сюда, наверное, низко будет, можно где-то, ну нет, где-то вот так вот, да? Получается, если вот здесь вот мы сделали это прибавки, это 1 столбик без накида, прибавка, ряд был, потом еще ряд, и вот сюда вот будем пришивать. Видите, на этом уровне. Так, заходим. Вот у меня здесь ниточка, я сюда и зашла. И пришиваем. Ничего сложного. Заходим то в мордочку, то в голову. И пришиваем в каждую петельку. Здесь заходим. И в голове, и в мордочке. И пришиваем. Так, здесь, когда остается уже совсем небольшое отверстие, я вставляю носик посерединке. Вот так вот где-то будет, да?
закрепляю его с той стороны. Так, вот носик закрепила, добавляем наполнитель в мордочку обязательно. И потом дошиваем. Проверяем, чтобы все было прошито. Если все окей, куда-то сюда вниз вытягиваем ниточку. Смотрите, какая красота. Видите? Ну а здесь уже надо к шее протянуть и завязать узелок. Просто вот так вот делаем вовнутрь. Выводим куда-то в сторону. Угу. Еще в сторону. И можно обрезать будет ниточку. И вот такая вот красота получилась. Посмотрите, просто красота. Так, ушки сейчас сделаем, пришьем глазки, и наш красивый мишка будет готов. Так, нам осталось связать ушки и пришить их. Как обычно, делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И во втором ряду нам нужно провязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так сделать 3 раза. 1 столбик без накида. В следующую петельку прибавку делаем. Это 1 раз. Дальше 1 столбик без накида. Прибавка. Это 2 раз. И 1 столбик без накида. Прибавка. Это 3 раз. Теперь делаем соединительный столбик в следующую петельку. Ниточку обрезаем. Оставляем немножко для пришивания. И вот этот вот хвостик средний, ну, серединки, который идет, мы вытягиваем на эту сторону. Ушко выворачиваем. Вот так вот. И теперь нам нужно пришить, ну, второе ушко вяжем точно так же. И теперь нам нужно его пришить к голове. Вставляем в иголочку. И вот там, где вам нравится, пришиваем как мордочку, так и ушко. Так. У меня это будет примерно здесь. То есть я сейчас вот так вот сделаю. Теперь крючком спрячу вот этот хвостик. Вовнутрь. И теперь просто пришиваю тоже в ушко, в голову, в ушко, в голову.
Так. Так, сделала, но чтобы оно у меня не закрывалось, я его еще беру вот так вот на ряд выше и прихватываю здесь. Угу. Так, уберу пока. Вот так вот одно ушко пришито, и таким же образом пришиваем второе ушко. Так, смотрите, когда я ушки пришила, меня все устраивает, я вывожу эти ниточки в одну петельку где-то сзади, в одну и ту же. Завязываю их узелком между собой. Ниточки такие длинные мне не нужны. Обрежу и теперь спрячу вовнутрь. Захожу в эту же петельку и просто протягиваю их вовнутрь. Здесь я все вот так вот делаю. И видите, ничего не видно. Так. Вот такая вот красота у нас получается. Нужно пришить глазки. Это обычной иголкой с ниткой, просто как бусинки они пришиваются. И все. Вот так вот я пришила глазки. Видите, какой красивый мишка у нас получился. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Такой формат зашел, потому что я старалась максимально подробно все объяснить. Надеюсь, у вас получился такой же красивый, классный, качественный мишка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, дайте обратную связь, все ли у вас получилось, как вам вообще такой формат видео, зашло, не зашло, нормально я объясняю, ненормально. То есть напишите, что бы хотелось, может, улучшить, обратная связь приветствуется. Если будут какие-то пожелания, то обязательно пишите, все буду читать и приму к сведению. А я желаю вам хорошего творческого настроения. И подписывайтесь на канал, если хотите учиться вязать игрушки вместе со мной. Пока-пока.